Доброго вечера, жители убежища. Это новости 151-го подвала, с вами Ярл. Минувшая неделя началась с нескольких сообщений в мою личку. Одно из них стало интересным для меня, возможно, заинтересует и вас. В городе Костроме подготавливается база для создания страйкбольного летнего лагеря. Всем, кому за 20, спешу разочаровать. Великовозрастных детей туда не принимают. Что привело нашу редакцию в глубокую печаль. Сейчас у многих наших зрителей полыхнет. Запаситесь огнетушителями. Лагерь рассчитан на подрастающее поколение. Своего рода пионер-лагерь с уклоном в милитари-тематику, а именно в страйкбол. По заверению создателей, это не просто кучка энтузиастов, готовые просто срубить деньжат на хайповой теме среди малышней, такой как, например, CSGO. Но и одна из целей этого лагеря – приручить молодежь к дисциплине и базовой военной подготовке. По заверению отцов-основателей, лагерь соответствует последним требованиям к безопасности и комфорту для детских реакционных учреждений. Будут там профессиональные воспитатели с образованием в сфере педагогики. На данный момент организация находится на стадии получения всех необходимых разрешений и лицензий на деятельность. Со своей же стороны замечу, что лагерь будет делать из любителей компьютерных игр адекватных рекрутов в команды, путем вовлечения их в наше хобби. Почему бы и нет? Детям интересно, а взрослым спокойно. Посмотрим, что из этого получится. Одновременно с этим пришла очень странная новость. По сообщениям сайта знак.ком, Курганская епархия собирает деньги на автоматы, пистолеты и ножи для детского страйкбольного клуба. Конечно, пожертвования собирают не сами пресвятейшие. Их собирает военно-патриотический страйкбольный клуб «Пересвет». Но информация размещена на сайте епархии. Какое отношение Русская Православная Церковь имеет к военной тематике? Вопрос, конечно, хороший. Видимо, это из репертуара. Ударили по левой щеке, то подставь блок, достань глок, 2 выстрела в упор и ты сдох. Йоу! При этом епархия поджигает не только стулья своих читателей, но и призывает к прямой вражде с Западом. На сайте было размещено такое вот сообщение. Дорогие братья и сестры, мы не должны оставаться в стороне, ведь именно от того, как мы воспитаем наших детей, как мы будем бороться против культуры Запада, как мы будем поддерживать здоровый образ жизни в подрастающем поколении, зависит будущее православия, будущее нашей страны. Видимо, я сейчас оскорбил кучу чувств верующих, за что я извиняться не собираюсь. А теперь новости прогресса. Red Army Airsoft разместила информацию для тех, кто любит и фанатеет от газ-блоубэк игрушек. Тайваньская компания Poseidon продемонстрировала в рамках MOA Exhibition 2017 газовые камеры Icebreaker для газовых пистолетов. Чем примечательна новость? А тем, что в скором времени зима и холод перестанут быть препятствием для владельцев пистолетов и винтовок на основе грингаза. Когда, где и почем, информации, к сожалению, нет. Далее поправочка для тех, кто беспокоится о наличии сертификата на свой привод. Как оказалось, в единой страйкбольной группе не так много есть сертификатов соответствия на Airsoft оборудование. В то время как на сайте Airsoft Store их более 120 штук. И похоже, они там уже давно. Полезная ссылка будет в описании к видео. На наш канал обратился инкогнито с информацией, которая не даст покоя отечественным снайперам и еще кое-кому. Этот человек поделился 2 очень странными и интересными скриншотами. По его заверению, что троллинг покупателей от Airsoft.ru скоро закончится. Они готовят к выпуску болтовую винтовку СВ-98. Кроме информации, кто и что выпустит, дополнительной, к сожалению, нет. Личность инкогнито не подтверждена, потому за достоверность информации я не ручаюсь. К чему это приведет, сами понимаете. Думаю, одна интересная кастомная мастерская слегка схватилась за сердце. ЦИМовская СВ-98 все ближе и ближе. В то же самое время King Arms выпустила новую линейку револьверов Colt Python 357 с разной длиной ствола. Эту информацию мы нашли у Tactical Fanboys. Корпуса будут алюминиевого сплава, стволики фрезерованные. Насколько эта информация была вам полезна, я думаю, это уровень 0. Я просто люблю револьверы. Но эти же ребята заметили очень интересную штуковину. В сертификате от компании 9х39 есть четкое указание на страйкбольный привод, идущий под маркировкой OC14 Гроза. Знаете, что это значит? Все верно. Многие ванговали, что они привезут ее на Страйкон 2018 года. Я там был, не привезли, жаль. Но при этом они продемонстрировали настоящую новинку – пистолет-пулемет P2000. Да,
Вы не ослышались. Пока он существует в варианте, конечно, прототипа из пластика, но при этом, конечно, он полностью функционален. Более подробно расскажет автор в отчете о Страйконе. Не пропустите. В заключение пояснение к новости ФВТИ и их условно-бесплатной игре. Как оказалось, вышло постановление, что запрещено на военных объектах и полигонах проводить коммерческую деятельность. А, кстати, полигон Заря как раз таким объектом и является. И вот юристы тут и придумали подобный финт ушами, чтобы все-таки окупиться. Теперь задумайтесь, что будет с очередными сутками на броне. Тут два аспекта. Первый, нельзя проводить коммерческую деятельность. И второй, броня попадает на май месяц. А это что? Чемпионат мира по футболу. Грядет ли пустое Алабино в мае? Поедут ли на мероприятия магазины? Вопрос отличный. Канал Андрея Поэта, знаменитого страйкбольного сталкера, перевалил за 100 тысяч. И от лица новостей 151-го подвала мои поздравления. Верной дорогой идете, товарищ. Но проходи, не задерживайся. А теперь похвальные новости. Канал 151-го убежища взял кубок Страйкона 2018 года в номинации «Обзор года». Мы, конечно же, опустим тот вопрос, сколько было участников и тем более профессиональных обзорщиков. Мы не будем говорить о том, что наш канал победил нечестно, и даже не скажем о том, что им вообще не следовало участвовать. Тем не менее, всем придется смириться с этим фактом. От своего же лица я призываю всех, кто меня слышит. Участвуйте в следующем году, и вы обязательно победите. А на этом у меня все, или почти все. Если у вас есть интересные новости, пишите в личку или в комментариях. С вами был Ярл, и это новости 151-го подвала. Всем удачи и пока!